Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами поговорим о том, чем же пахнут наши звезды. Итак, любимые ароматы звезд. И начнем мы сегодняшний выпуск с молодой, яркой, обворожительной Мари Крампрери. Мари, насколько я знаю, не только певица, но она и автор своих песен. И недавно, как я знаю, Марина, это настоящее имя певицы, стала мамой, и это действительно волшебный период. И хочу сказать, что, судя по всему, жизнь Мари сложилась наилучшим образом. Ребенок, карьера, счастливое замужество, все отлично. Но когда-то было время, Мари занималась танцами, и она хотела посвятить свою жизнь этому делу, избрав танцы своей профессией. Но, к сожалению, она получила травму. Но не знаю, к сожалению или нет, потому что, как я уже сказала, жизнь Мари сложилась более чем удачно. И в одной из соцсетей подписчики спрашивали Мари о ее любимых парфюмах, и она поделилась фотографией своих любимцев. И среди фаворитов певицы прекрасный аромат Soleil Blanc от Tom Ford. Он такой белоцветно-кокосовый, чуточку терпкий, в меру сладкий, тропический, я бы назвала его тропическим, но в нем очень хорошо обыграна вот эта тропическая нота, в нее добавлен кардамон и перчик, и это создает такое дополнительное интересное звучание, добавляет многогранности этому аромату. Мне он кажется таким теплым и одновременно как будто бы это масла, какие-то крема для тела, возможно, уходовые средства. В его верхних нотах фисташка, кардамон и розовый перец. Средние ноты – это тубероза, жасмин и иланг-иланг. В базе же амбра, кокос, бобы тонка и бензоин. Прекрасный, вот по моему восприятию, это чудесный летний аромат. Также, судя по фотографии Мари, на которой были запечатлены ее парфюмерные любимцы, певица неравнодушна к бренду Kilian. И здесь в числе ее фаворитов прекрасный унисекс Bad Boys. Аромат интересный, достаточно оригинальный, потому что в нем есть нота той самой Кока-Колы. И звучит она здесь, как по мне, очень натуралистично. И нужно сказать, что не часто вы встретите данную ноту в парфюмерии. Так что всем, кому хочется попробовать, то это отличный выбор. Здесь Кока-Кола приправлена лаймом и корицей. Он такой яркий, необычный, искристый, свежий, действительно хорошо очень звучит как на мужчинах, так и на женщинах. Верхние ноты – это кола и лайм, дальше в средних нотах идет яблочко и корица, а также мускатный орех. И база – это кедр и амбервуд. И следующая звезда – это очень яркая, эффектная, неординарная Ксения Бородина. Конечно же, у многих из нас Ксения прежде всего ассоциируется как бессменная ведущая «Дома-2», но мне она еще кажется такой жгучей, страстной, громкой и красивой итальянской женщиной. В ней страсть, в ней экспрессия, в ней огонь. И мне кажется, что Ксения очень хорошо поработала над своей внешностью, потому что Ксения в начале карьеры и Ксения сейчас – это два абсолютно разных человека. Рассказывая о своих любимых ароматах, Ксения упоминала табачную ваниль Тома Форда. Тут, мне кажется, аромат в представлении не нуждается. Я вполне понимаю Ксению. Зимой я просто обожаю этот аромат. Он согревает. В нем есть притягательность, есть огонь, есть страсть. Ваниль здесь очень многогранная, жгучая, интересная, действительно очень комплементарный. Даже тем, кому не нравятся ванильные ароматы, признают, что данный парфюм очень интересен. Для меня это страстная, очень яркая ваниль, но она здесь не кондитерская, скорее очень такая терпкая, огненная, в окружении сухофруктов и в легкой, такой элегантной табачной дымке. Верхние ноты – это пряности и табак, средние ноты – это ваниль, какао, бобы тонка и цветок табака. В базе же сухофрукты и древесина. А вот аромат Sweet Morphine Ксения Бородина считает отражением своего «я», своей индивидуальности. Что ж, действительно, очень интересный аромат. Он такой цветочно-пудровый. Очень красивый, яркий, дурманящий букет из сирени, ириса и розы. Но также здесь есть освежающая и яркая капелька цитрусовых.
И на мой вкус здесь просто великолепная нота пачули. Пачули здесь такие шоколадные, мягкие, очень красиво звучит. У меня он ассоциируется с ретро-ароматами, но при этом я не могу сказать, что он звучит как ретро. Скорее здесь действительно то самое такое хорошее классическое цветочно-пудровое звучание. Открывается аромат бергамотом и сиренью, далее идут роза, мимоза и ирис. В базе же гелиотроп, ваниль, корень ириса, ветивер и те самые шоколадные пачули. Ну и давайте разбавим сегодняшний выпуск прекрасной, яркой, очень талантливой американской звездой Ланой Дель Рей. Я, нужно сказать, когда готовилась к выпуску, была очень удивлена, потому что оказалось, что Лана моя ровесница, ей 40 лет, но мне почему-то она кажется значительно моложе. Я всегда думала, что ей в районе 30. Красивая, обаятельная, безусловно, талантливая женщина. И что мне нравится в Лане, в ней есть какая-то такая игривость, чертовщинка. И хочу сказать, что несколько песен Ланы есть всегда в моем плейлисте. И любимый аромат певицы – это «Весенний цветок» от Creed. Аромат про нежность. У меня он ассоциируется стойко с весной, с молодостью, с чем-то очень таким прекрасно, нежно-цветочным. Здесь свежесть, нежность, молодость очень комплементарны. И при этом я бы назвала его хрустально-звонким. Красивое сочетание яблока, дыни и персика с розой, жасмином, в базе же мускус и амбра. Прекрасный аромат молодости, весны и красоты. Выбор прекрасной Ланы Дель Рей. Ну и последняя гостья сегодняшнего выпуска. Яркая, неординарная, очень интересная и экстравагантная, как по мне, актриса Дарья Мороз. Конечно, я всегда знала Дарью, но как-то так случилось, что до недавнего времени я совсем не видела фильмов с ней. Дарья мне показалась талантливой, безусловно талантливой, но ее красота действительно очень интересна. Она цепляет взгляд. Возможно, она неординарна, но именно этим она и приковывает к себе внимание. И видя Дарью на экране, читая какие-то ее интервью, мне почему-то казалось, что Дарья будет очень оригинальна в выборе своего парфюма, что ей нравится что-то такое необычное, экстравагантное, нестандартное. Но я ошибалась, потому что своим любимым парфюмом Дарья называет аромат Lost Cherry от Тома Форда. Что интересно, Дарья была женой Константина Богомолова, и нынешняя жена режиссера Богомолова Ксения Собчак также называла аромат Lost Cherry в числе своих парфюмерных фаворитов. Аромат также не нуждается в представлении. Он, как и табачная ваниль, стал легендой, стал родоначальником целого направления вот этих вишневых ароматов. Ему подражают, делаются множество копий, делаются ароматы по мотивам. Аромат яркий, в нем есть и кислинка, и терпкость, чуточку капельку сладости, в нем дерзость, в нем игра, в нем сексуальность. При этом он отлично подойдет на любое время года и также очень комплементарен. Он такой вишнево, чуть терпко-миндальный, действительно красивый и интересный. И хотя, конечно, это далеко не новинка, но я знаю, что аромат по-прежнему на пике популярности. Его верхние ноты – это миндаль, вишня и вишневый ликер. Средние ноты – это вишня, слива, роза и жасмин. В базе же ваниль, бобы тонка, корица, перуанский бальзам, сандал, бензоин, гвоздика, кедр, а также пачули и ветивер. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кого из звезд мы разберем в следующем выпуске. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!